Здравствуйте всем, ребят, всем привет, с вами как всегда я, Лех, канал Hardplay. Сегодня мы с вами смотрим Утопия Шоу. Ты бы такой никогда не загуглил номер 15. А вообще, как бы, если что, так между нами девочками, по-моему, одна из самых просматриваемых рубрик была Утопии на моем канале. Ссылочку на Утопию оставил внизу в описании. Телегу знаете. Спасибо за платные подписки на Бусти. Ссылка тоже внизу в описании. Кто копеечкой поддерживает от души. Поехали. Давайте посмотрим. Устал ходить голышом по улице? Не проблема. Хотя все-таки проблема, да. Но есть решение. Наша линия одежды hardplaystyle.ru поможет разукрасить твой гардероб. Взгляни не по-новому на мир вещей. Вот другое дело. А если так оказалось, что товар нет в наличии, для этого на сайте предусмотрены предзаказы. Даже если у тебя очень большой или очень маленький размер, при заказе это можно указать. И вашу вещь пошьют специально под ваш размер. hardplaystyle.ru. Ссылка в описании. От лайк, кстати, сразу поставить. Для прошлого ролика у меня скукожился мозг. Я сейчас прохожу реабилитацию, мне противопоказано изучать что-то, кроме интересных быстрых фактов, которые ты бы никогда не загуглил. Как же хорошо, что у меня для этого есть целый формат. Приготовьтесь поднимать себе настроение, обучаться, удивляться и говорить. Всегда у него очень позитивные ролики. Давайте разгоночную. Вы наверняка хоть раз натыкались на фотографии рыбы-удильщика. Стрёмная глубоководная чушь, которую не хотелось Где-то, бы увидеть по-моему, в ее реальной нашли в жизни. этом. Но как насчет еще одних удильщикообразных, которых называют морскими жабами? Это я видел тоже. Ничего особенного. А как вам тот факт, что они умеют ходить? Прям ходить. Что? Насчет ходить не знаю. Да, чтобы передвигаться по дну, они научились использовать свои плавники, которые похожи на ноги. Тут подходит любая музыка. Веселая, а может страшная. Оно идет за тобой. А потом уплывает. Уи. Чего только природа не придумает. Например, людей, которые пытаются эту природу испортить всеми доступными способами. Сейчас поймете. На этой фотографии вы видите 1,5 миллиона одновременно запущенных воздушных шариков в городе Кливленд. Масштабно, да? Только речь не совсем о них. Представляешь, Этот потом, рекорд Гиннесса привел к экологической катастрофе и даже к нескольким смертям. Что произошло? Однажды благотворительная организация под названием United Way, которая занимается улучшением жизни людей... Пожалуйста, ну где еще могли шарики запустить? У нас бы, как бы, вот так, сейчас надо аккуратно. Вот у нас бы, да, у нас бы сказали, запустили 10 миллионов. По факту запустили 100 тысяч. Как бы, вроде нечестно, зато не такой вред бы нанесли этой экологии и всему остальному. Вроде как и, да, и сэкономили, и зато все как бы не особо все запустили, как бы кто-то на дело потратил, да. Людей в области здравоохранения и образования решила организовать одно мероприятие – Balloon Fest 86. Чего? С его помощью компания хотела собрать средства и в довесок установить мировой рекорд по одновременному запуску воздушных шаров. И как видите, рекорд они сделали. Кого, Получили ли блядь? они деньги? Как вам сказать? Началась подготовка, были собраны сотни добровольцев, подготовлены баллоны с гелием, и спустя время все 1,5 миллиона воздушных шаров были готовы и ждали своего часа. 27 сентября 1986 года люди собрались на главной площади города. Начался обратный отсчет, все шары устремились в воздух под бурные овации. Было бы весело, если бы Как пузырь не было мыльный. так грустно. Ёб твою мать. Судя по всему, организаторы фестиваля забыли посмотреть прогноз погоды, потому что как раз в этот день планировались дождь и прохлада. Такие погодные условия мешают полету шаров, поэтому, поднявшись в воздух, они чуть ли не сразу устремились вниз. Весь город был ими усыпан. Дворы домов, автомагистрали, аэропорт и взлетно-посадочная полоса, отложив на несколько часов все рейсы. Шары покрыли собой озеро Эри. Может, выглядит и красиво, но есть одно «но». Накануне Дебилы, на это блядь. озеро отправились двое рыбаков и не вернулись домой. Их семьи забили тревогу, заявили о пропаже.
Поисково-спасательная бригада отправилась туда, чтобы найти мужчин, но в этот момент эти шары ярости опустились на озеро и не давали спасателям выполнять свою работу. С вертолета ничего не было видно, поэтому операцию пришлось отложить. Да, рыбаков, к сожалению, спасти не Ты удалось. прикинь? Позже их тела выбросило на берег. Вот такая вот жесть. Зато Также шарики было запустили. огромное количество жалоб на загрязнение озера, причинение вреда окружающей среде, местным животным и дикой природе. В общем, эта благотворительная организация тратилась на решение судебных вопросов и очистки города, и в итоге потерпела огромные убытки, собирая деньги. Что за ирония? Конечно, организаторам этого фестиваля не удалось выйти сухими из воды. Семьи погибших подали в суд на компанию и Укан. выиграли. Все. Было принято решение, что если бы не шаровая катастрофа, мужчин бы удалось спасти. Как по мне, конечно, не факт. Но Ну если бы такое, шары да. хотя бы попытались. Веселая рыбка, потом такой мрачняк. Присаживайтесь на эмоциональные качели, тут такого много будет. Но продолжим мы после короткой интеграции. Так, я с вашего позволения. Чуть-чуть вот так вот. Помните эту штуку? Мы ее называли пружинка. И весело А проводили с радуга ней или время. как она называлась? Спустя годы... Радуга мне или кажется, пружинка? Прям, Везде весёлым. по-разному. Ходунок. Наверное, даже жалею о потраченном времени в детстве. Но кто из вас вообще мог знать о том, что это военная технология? Что? В Штатах, где была изобретена, она называется слинки, была изобретена совершенно случайно. Чего, В блядь? 1943 году Ричард Ну Джеймс... как хватит это мое детство разрушать? Нет, это просто детская пружинка. Какая военная технология? Мы по лестницам ее запускали. И нормально, ничего. служил морским инженером в Филадельфии. И вот однажды ему нужно было усовершенствовать пружины, Слинки. чтобы Прикинь. вибрации, волнение моря и выстрелы на военных кораблях США не влияли на чувствительные приборы и груз, находящийся на судне. Он много экспериментировал, использовал пружины разного размера и натяжения, чтобы подобрать идеальную. Весь его рабочий стол был завален разными экземплярами, как вдруг одна из пружин упала на пол и начала перекатываться. О, Банальная история, я знаю, он мог ее и выдумать. Но что поделать. С этим открытием Ричард побежал к своей жене, чтобы показать ей ходячую пружинку. Оценив потенциал этой штуки, они придумали ей название и в 1945 году отправились в магазин на презентацию своего изобретения. Их ждал успех. Игрушка тогда была, кстати, железная и произвела фурор. Но, несмотря на это, спрос на нее то падал, то повышался. У нас она вообще только в 90-х стала актуальна. А почему? Ну, вообще, Потому да. что в 95-м году выходит «История игрушек». Если помните, там был такой персонаж Спиралька. В английском переводе его звали Слинки, и понятно почему. Так вот, благодаря этому персонажу спрос на эту игрушку стал просто бешеным по всему миру. Настя, кто-то срубил бабла, просто пошел процесс. Ля, дурак. Наверняка Получается, пригодилось мы в жизни. мелкими играли с военной технологией США. Но это точно план по контролю разума. Зато сколько радости! Правильно говорят, все гениальное просто. И вот еще один пример. Наверняка каждый из вас слышал о знаменитой тюрьме Алькатрас, с которой связано много историй. Типа Там оттуда содержались да, не опасные убежать, преступники, ничего. склонные к побегу. Страшно вообще представить, какие жесткие были условия. Вот, например, приготовьтесь. Они, в отличие от других тюрем, в то время могли несколько раз в неделю принимать теплый душ. Стоп. Чего? Что? Да, Алькатрасе? исходя из информации, которую я нашел на сайтах первых попавшихся, где пруфов нет, потом нашел в газетах, старых книгах, а потом говорили на National Geographic и во время Не может экскурсий такого тоже об быть, этом так говорят. Так с что, чего? да, скорее всего, в душевых знаменитой тюрьмы Алькатрас вода была теплой. Но не для того, чтобы заключенным было комфортно, совсем нет, там были ужасные условия, просто это грамотно спланированный ход. Все дело в том, что остров, на котором расположена тюрьма, окружен холодными водами залива Сан-Франциско. И? Сбежать оттуда, в принципе, было безумно сложно, но если вдруг счастливчику удалось выбраться из здания и пробраться к побережью, его ждала очень холодная вода. Сотрудники Перепад тюрьмы температуры, надеялись, типа? что привыкшие к теплой и комфортной воде заключенные, лицом к лицу столкнувшись с холодной водой залива, как минимум будут к этому не готовы и замерзнут нахрен. Умно, конечно, только некоторым все равно получалось убежать каким-то образом. Да, прием с душем работает безупречно. Идите в жопу! Еще вопрос? Не, хорошая погода — это прям кайф. Мне очень нравится лето, но в нем есть один минус. Гребаные Ну насекомые, такое. особенно летающие. Ставь жизу, если лайк.
Отвали, пчела гребаная. Знаете, я вот вам сейчас скажу. Есть такой вот маленький участок времени года, да, давайте вот его кусочком, временной отрезок. Вот когда вот все прекрасно, я вам сейчас поясню. Зима, мороз, ветер, еще что-то. Кто-то любит, кто-то нет. Весна, грязь, говно, разбитые дороги, пенис. и так далее и тому подобное. И вот после весны есть такой маленький кусочек времени, потому что вот самая ранняя весна — это грязь, говно. Сама весна — это начинается аллергия на пыль, на грязь, на пух, на все, что только можно вокруг. Аллергикам привет, сам такой же. Но вот пока не начало ничего цвести, эти вот цветочки, блядь, одуванчики, херанчики, вот это все не распустилось, вот это вот самое время, когда вроде все хорошо. Кто-то скажет, что тебе сейчас не устраивает? Тепло? Тепло. Аллергия уже как бы отступает, потому что, ну, как бы все отцвело плюс-минус, да? Мухи, комары, пчелы, блядь. Я не знаю, слепни, у кого-то саранча, привет Казахстану, да, и вот это вот начинается, вот это вот, блядь, это бесконечное отмывание машины, которую ты намыл, и понимаешь, это, и вот это, блядь, бесконечно, и вот так вот из сезона в сезон, поэтому о чем я говорю? О том, что вот этот маленький период, он, да, такой он, да, клещи, во-во-во. Это не пчела, она же синяя. Наверное, это навозная муха. Сам навозная муха. Есть некоторые виды пчел, которые непривычного желто-черного окраса, а синие-черные. Вы только посмотрите на этих маленьких Да. красивых милашек. Выглядит как фотошоп, но нет, не в этот раз. Отличаются Синие они пчелы? от своих собратьев не только цветом, но и тем, что они эффективнее при опылении и гнездятся в земле. Это интересно. Их только сейчас начинают изучать. Если вдруг живете в Штатах, где они обитают, ни в коем случае не убивайте. Эти милашки супер редкие. Спасибо. Привет милашкам, которые в земле живут. Может, еще молнию сюда. Надо было прогноз погоды посмотреть. Зато в тему будет рассказать интересный факт. Синие пчелы, конечно, редкие, но не такие редкие, как большие извержения вулкана. Готовы? Готовы? А вы знали, что пчелок 20 тысяч видов, и куча из них еще не открыта. Поэтому растите умными, получайте высшее образование и изучайте пчелок. Потому что пчелки — это заебись. Пчелки — это хорошо, пчелки — они добрые, когда она одна. Когда их много, они злые, и их тогда лучше не изучать. Вообще никак, потому что что? Правильно, они маленькие, и у них жало в жопе. Поэтому пчелкам палец никуда сувать не надо. Да, пчелок надо уважать и любить. Да. Откуда ты меня спрашиваешь, откуда я такой умный? Ну, как бы я сам по себе умный и скромный. Но совсем недавно мы с вами играли в симулятор пчелы, в котором у нас там было в подсказках было все написано. Так что, кто не смотрел, заходи на стрим, посмотри. Ну да. Круто, да? Видели молнию? Это очень редкое и невероятно красивое зрелище, называется грязная гроза или вулканическая молния. Первый раз слышу. Ее можно увидеть во время крупных извержений вулканов, когда из Вулканическая жерла молния. вырывается огромное темное облако. Механизм возникновения молнии такой же, как в привычных облаках. Во время обычных гроз в облаках сталкиваются кристаллы льда, а во время извержения вулкана электрические заряды накапливаются в облаке из-за столкновения частиц пепла. Можно я задам один очень личный вопрос? У меня у одного извержения вулканов ассоциируется с извержением только в другом, более... Извержение вулкана — это когда ты крылышки KFC нажрался на голодный желудок, сигареточку с кофе бахнул или коленчик с кофе, и потом на утро, блядь, начинается такое извержение вулкана. Просто так. Знаешь, такой звук такой тихий. Такой. Вот так вот. Да, и это самое опасное. Самое опасное. Очень страшно. Очень страшно. Дашенька, мы тебя тоже... популярном месте. Не в смысле, что мое место какое-то особенно популярное, а в смысле, что ты Просто видишь рвет это до чаще, жерла чем вообще вулкан. жесточайшим образом. Ну, не прям видишь, конечно. Что я несу? За подводку извини, но речь будет про туалетный юмор. Любите? Если раньше в комедиях Да. детства это было на постоянке, то сейчас это табуированная тема и считается
дурновкусием. Кажется, люди до сих пор не поняли, что это нечто большее. Согласны? Те, кто любит во время пердежных шуток делать... то я вам сейчас не завидую. Снобы. Да что вы вообще понимаете в большом искусстве? На самом деле, весь этот грязный сортирный юмор пошел еще из древности. И людям это было смешно и искренне. Шумеры 4000 лет назад, например, да, философы в 5 веке до нашей эры, в Средневековье много писали таких шуток, но, кажется, всех переплюнули японцы. Перед вами древний свиток периода Эдо, на котором изображена пердежная война или война при пердежах. Что? Я тоже охренел. Вы вообще видели, что они творят? Пробивают стены, откидывают кошек, переворачивают лошадей и разрушают целые постройки. У некоторых получается отразить атаки, но все равно это ужасное зрелище. Но больше всего, конечно, меня удивила вот эта вот осадная катапульта из пердежа. Ставь лайк, если каждый день дома устраиваешь такое фекальное побоище. Но вас, наверное, интересует, что это вообще такое и какой псих это придумал. Начнем с того, что такой битвы не было в реальной жизни. А жаль. Я посмотрел. Во-вторых, эти свитки называются Хэгасен. Я бы назвал их Газин. Понимаете? Пердежная магия. И это просто японский прикол. Но когда газеты начали распространять это высокое искусство, они сопровождали это припиской о том, что японцы в то время таким образом проявляли ксенофобию и вот такое вот отношение к иностранцам. Типа сатира. Но исследование назвало это бездоказательным пердежом в воздух. И что, вероятнее всего, конкретно эти изображения к ксенофобии не относятся. Просто вот такой творческий юмор, относящийся к око-э. Это такая древняя японская эстетика юмора и нелепости. Тем более, существуют свитки, которые относятся к другому времени, и там тоже все пердят. Это реально говно-шоу. Видите этот выпердыш? Конкретно он направлен в небо, что как бы обозначает неоднородность бытия и олицетворяет проблемы с поставками фруктов. Видите же? В общем, есть ощущение, что мы пытаемся придумать смысл пукам там, где его нет. Может, они просто угорали? А может, это правда было высмеивание? Сейчас, если честно, уже и не выяснить. Зато теперь это вы не знаете, я, что Никит, японцы ты чё? умели высокий юмор. Хотя сейчас ничего... Это высокопердежный юмор. Блять, как аншлаг посмотрел. Честное слово. Это смехопанорама, вот это вот. Все. Факт. Я всегда пытался, я вам клянусь, я всегда пытался засмеяться во время смеха панорамы. Вот честно. У меня никогда это не получалось. Я всегда понимал, что либо я без чувства юмора, хотя это не так, либо что-то здесь пошло не по плану. Всегда вот это вот. Шутка за шуткой. Шутка за шуткой. О, и зайчик прыгает один через второго. Не, ну серьезно. Это закончился. О боже, блядь. Как по мне, он самый прям лучший. Но найдутся и те, кого он будет раздражать. И пусть. А знаете, что меня раздражает очень сильно? Что в кинотеатре люди не могут закрыть свой рот и мешают мне обсуждать фильм с моими друзьями. Но если серьезно, то шум в зале всегда был проблемой. Никому бы не понравилось, если бы грудной ребенок начал хныкать на весь зал. Поэтому родителям надо выбрать день, куда-то скинуть отпрыска и пойти расслабляться. В Австралии, в Мельбурне, есть один кинотеатр, который называется Sun Theatre. Он был основан в 1938 году, и у него раньше была одна уникальная фишка. Когда кинотеатр открылся, он был очень популярен. Даже считался самым роскошным в районе. Конечно же, люди выстраивались толпами, чтобы попасть туда. И даже семьи с младенцами хотели попасть кстати, в на театр сеанс ходите? какого-нибудь фильма. Но, понятное дело, с младенцами нельзя. Зато была специальная комната, где на время сеанса родители могли оставить малыша спать в коляске. Было бы совсем тупо, если бы его просто оставляли, но нет. Там давали талончик Я бы, знаешь, на куда? одежду. И Я бы, самое знаешь, крутое, куда? что Я когда бы- младенец начинал плакать, где-то на экране высвечивался его номер. Я бы, знаешь, куда сходил? Я бы сходил там на всякие вот эти вот. Вот в Питер 15 числа вот буду, да, там кое-куда пойду, но я не скажу, это секрет. Ну да. Номер 34. До чего дошел прогресс? У Сережи потом ушел. ПМС. Сейчас ведь такого нет в кинотеатрах. Кстати, о них. Не знаете, что посмотреть на выходных? У меня есть для вас рекомендация. «Кокаиновый медведь». Недавно вышла такая трэш-комедия, основанная на реальных событиях. Если вы его посмотрите, то у вас возникнет законный вопрос. Чего? Эта дичь реально произошла?
Серьезно, обдолбанный медведь всех убивал вокруг? Нет. Разумеется, нет. Как и все, что снимают на реальных событиях, правда имеет под собой не больше, чем начало истории. Как Вот обычно, что блядь. реально произошло. 1985 год. Офицер из управления по борьбе с наркотиками Эндрю Торнтон в итоге стал сам их продавать. Ха. Такая вот незаурядная. Просто промолчи и смотри дальше видео. Вы, кстати, заметили, что с 85-го года ничего не... Ну, я не говорю, что всегда, но как бы особо, ну, в некоторых местах ничего, блядь, не изменилось. Вообще нет, конечно же, не у нас. Так там где-то в Колумбии. История. И однажды они перевозили с напарником огромную партию белого порошка на самолете. Включили автопилот и направили в Атлантический океан. А сами У нас тоже недавно, помните, самолет приземлился, сколько там, 8 тонн кокаина нашли? Не мое. 8 тонн. Я не знаю, как ко мне это на борт попало. 8 тонн нахуй. Тонн, понимаешь? 8 тысяч килограмм. Не мое. спрыгнули с мешками полными контрабанды на десятки миллионов. Жадность Эндрю сгубила. Парашют не раскрылся, и он... И бля буду подкинули. Звучит уже как интересная история, но не все так просто. Не вся контрабанда была найдена сразу. Через пару месяцев был обнаружен черный медведь, который случайно нашел недостающую партию и сожрал ее. Приход медведя представили? На самом деле ученые не уверены, что приход вообще мог быть. Скорее всего, он умер после употребления всего 3-4 граммов, и теперь его чучело выставлено в торговом центре. Некоторые не уверены, конечно, что это прям вот тот самый медведь, но кому не плевать. Вся история, конечно, ужасна, спору нет, но как прозвали этого медведя, мне реально прям нравится. Готовы? Снежный медведь или Пабло Эскобар? Я один вспомнил про футболки, которые мы хотели сделать. Про вот это вот Black Bear Life Matter. Да, и белый медведь на поводке черного медведя. Потому что надо сохранять популяцию черных медведей. Он его ведет по хлопковому полю. Казалось бы, причем здесь хлопковое поле, я тоже не знаю. Просто первое, что в голову пришло. Фантазия. Надо лимитированную партию сделать. Так, подписываем петицию в комментариях. 30 тысяч лайков, 100 лимитированных футболок делаю. Поехали. Все, хватит это терпеть. Поехали. Лучше уже не будет, точно. Заплакал что-то. Лицо ФБРовцев, расследовавших дело, представили? А вот и отчет ФБР. Но это уже другой факт. Просто переход такой прикольный. Это расследование на 119 страницах. Выглядит все очень секретно, и наверняка это что-то серьезное. Так и есть. В 60-х существовала группа The Kings. Обычный рок-н-ролльчик, ничего такого. Послушайте. Что? Ничего не поняли? Ничего страшного. Никто не понял. Песня называется «Луи, Луи», и текст в ней спет так, как будто они в усмерти пьяные завалились на студию и начали, петь. Невнятное? Года идут, а рэперки перенимают все вот у уважаемых людей. Пожалуйста. Невнятное. Вечер. Вечер. Комочка. Посмотри, соседская дочка, вечер. Нет рассвета, холодильник. Эй, на-на-на-на-на-на. Мает. Подпевай, что ты? На-на-на-на, матери и дочки. Детских, блядь, верности до кочки. Леснички там, что-то цветочки. Хорошая песня, хорошая. Надо альбом выпустить. В общем, люди подумали. Ничего не понял. Если я ничего не понял, значит там что-то плохое. Звони копам. Жизненно? Ну, в общем, да, они нажаловались, ФБР начали расследование и выяснили ужасающие подробности. Оказывается, песня настолько всрато была записана или спета, что ничего не понятно на любой скорости. При дальнейшем изучении было решено, что в ней ничего плохого нет.
И хорошего тоже. Достойное расследование, которое длилось 2 года. Спасибо, ФБР, что разобрались, что слушать, а что нет. Как без вас люди раньше жили? 2 У них года. просто не было музыки, которая точно подберет. Да, в ВК я слушаю, в ВК! В 1905 году солдат Джо Мунк тоже решил немного кайфануть. Ушел с военной базы и направился прямиком в салун, нажрался как скотина и начал дебош. Этот кринж увидел полицейский, офигел с того, что человек в форме такой вытворяет, и арестовал. На следующий день суд приговорил Мунка к 30 дням тюремного заключения, но его адвокат подал апелляцию, тем самым сократив его срок. Вы сейчас нахрен не поверите, ровно до 1 минуты. Судья хотел его наказать, но 30 дней было слишком, поэтому да, его доставили в тюрьму, завели в камеру, подождали минуту и... выпустили. Ты просидишь здесь до конца своей минуты, понял? Попытка побегать! 10 секунд изолятора! Сука, меня подставили! Отсидеть за 60 секунд. Смотрели такой фильм? Ну, за 30 дней он, в принципе, имел шанс образумиться, но за 1 минуту такого точно не произошло. Поэтому через год он на борту корабля устроил драку со своим сержантом, и его застрелили в целях самообороны. Мораль в чем? В том, что газетные архивы — это балдеж. В интернете описывают эту историю как самое короткое в мире заключение в тюрьму. Только вот я, получается, знаю немного больше. 1 минута в тюрьме — это не то чтобы прям вау. Это в те времена норма и самый мягкий тюремный приговор. Таких случаев было очень много. И до той ситуации, и после. Были на 2 минуты, на 5, 10, 30. Все зависит от степени тяжести преступления, поэтому теперь вы тоже знаете больше. Можно любой из этих заголовков, которые я нашел. Я, говорит, 30 минут от звонка до звонка отсидел. Ручкой себе взял, купола нарисовал. Я, говорит, блядь, в отрицалове. брать и писать в интернете интересные факты. А что, у них актуально бы А это моя было? задача их Все находить. не как у людей, а? И я нашел такой, который никого не оставит равнодушным. Готовьте то, чем обычно вытираете скупые слезы. В 1987 году на одной из ферм в штате Небраска на свет появился гусь с одной особенностью. К сожалению, он вылупился без лапок. Но несмотря на это, он изо всех сил старался не отставать от своих сородичей, всегда пытался их догнать, чтобы быть рядом с ними, чтобы быть как все, не быть гадким утенком. Но ничего не получалось. Такое случается довольно часто и так остается без внимания в глухих деревнях. Такова жизнь, но этому гусю очень сильно повезло. В 1988 году эту трогательную картину увидел один американский ремесленник и благотворитель по имени Джин Флеминг. Никто даже и подумать не мог, что эта встреча станет настолько судьбоносной, как для Джина, так и для гуся. Он посмотрел на гуся, гусь посмотрел на него. Блять, искра, безумие, восторг, потом расставание, потом дети, потом гуси, блять, потом теща дура, кредиты, ипотеки. И все это ради любви. Блять. Гуся, которого назвали Энди. Мужчина забрал гуся к себе и всеми силами пытался облегчить ему жизнь. Сначала Флеминг разработал приспособление, похожее на скейтборд. Энди Гусь Pro Skater 4. Мог бы быть, если бы для него это было удобным средством. Но нет. Я его, кстати, Нужно было купил. кое-что другое, что-то простое. И тогда мужчина подумал, а почему бы не надеть ему на лапки детскую обувь? Да, Флеминг не прогадал. Именно эта идея не только позволила Энди ходить, но и сделала его знаменитостью. Трогательная история этого милого гуся в маленьких кроссовочках попала в СМИ. Ля-бля. Людей тронула эта история, и компания Nike предложила ему пожизненный контракт на поставку своей обуви. Энди Гусь стал не просто знаменитостью, он стал примером для многих детей с инвалидностью, которые им восхищались и вдохновлялись. Это рассказ о стремлении. Не только о стремлении А в Энди конце он его ходить, съел. но и о стремлении Джина Флеминга что-то сделать для, казалось бы, обычного, гадкого Прекрасная бизнес-идея, как на ровном месте от фирмы Nike. утенка. Фух. Сильно, конечно. Я бы хотел, чтобы На самом Энди деле и всё не правда так. всю жизнь ходил в кроссовках Nike, но эта история не очень хорошо закончилась. Вы же знаете, что чем знаменитее что-либо, тем больше к этому внимания, и не только положительного. Энди исчез, и спустя время его тело нашли в парке. Это точно было убийство, всех подробностей не хочу раскрывать. Люди были в шоке. Начали собирать деньги в фонд для поиска преступника, но убийцу так и не обнаружили.
или обнаружили, но не раскрыли его имя общественности. Да. Простите, что загрузил, но меня эта история тронула, конечно. Давайте отвлечемся. Поднимите руку, кто любит шоколад. Я люблю... Иногда. Не часто, но люблю. Но я не люблю рыбу. С детства какая-то неприязнь, только в виде суши и роллов могу есть. Не, я рыбку люблю. А в чем связь? В Финляндии существует компания по производству шоколада, которая называется Тайга. Туда добавляют ягоды типа черники, брусники, и его очень хвалят. Но как вам шоколад с рыбой? Что? Чего? Как вы себе это представили? Нет. Это выглядит не так, как в вашей голове. Это буквально рыба в шоколаде. Чего, блядь? Рыба. Шоколад. Теперь это рыба в шоколаде. Если у вас появился рвотный рефлекс... Слушайте, если далеко, кстати, не ходить, если совсем быть на голову отбитым типом, то вот сочетание рыбы и шоколад... Можно я дальше не буду продолжать? Знаете, вот да рыбкой немножко... то отменяйте. Говорят, это не то чтобы отвратительно, это даже вкусно. Да, поверить Селёдочка, сложно, да, но чистится, это да? сочетание соленого со сладким действительно хвалят. И более того, этот шоколад получает награды Тихо! за лучший кондитерский продукт. блядь. Так что теперь моя цель это попробовать. Ну и еще их шоколад с кузнечиками и шоколад с мясом северного оленя. Ну и продолжаем парад мерзости. Да не, нормально, на самом Вы деле. любите сувениры из разных стран? Вот представьте, Борщ- что вам привезли не борщ с магнитик, как вареньем это часто нормально бывает, а шариковую ручку из Японии. Что в этом удивительно? Тебя дети смотрят. Дети знают больше, чем мы, все вместе взятые. Тигран, ну прекрати, пожалуйста. Ну ты чего? Что думаешь, они ничего это не знают? Да. Ну, посмотрите Ребят, на будьте нее реалистами. внимательно и попробуйте не блевануть. Это не просто шариковая ручка, это ручка с живым паразитом нематодой. Да что происходит с этим миром? Вот этот вот паразит вызывает инфекцию желудочно-кишечного тракта и в На уроке ручка упала, в столовку пошел. Поехали. представлении не нуждается. Ну, вы, возможно, задумаетесь. Ну зачем? Ну мало говна в мире. Ну просто зачем, брат? Или сестра, кто-то вообще придумал? Зачем кто-то это вообще придумал? Ответа нет. Просто оно там есть и все. Охренеть. Судя по всему, чтобы просто смотреть на паразита, как он там плавает, пока пишешь конспекты или подписываешь документы. Главное, случайно... О, это что, та самая ручка из Японии? Кстати, да, это очень хорошо. Бля. Возможно, так начался фильм «Поезд в Пусан». Кстати, очень хороший фильм. Но выдыхаем. Во-первых, это Рекомендую. было придумано как сувенир в магазине морепродуктов далеко от города. Во-вторых, продавался супер ограниченной партией. В-третьих, признаки жизни паразит будет подавать недолго. Производитель обещает примерно 5 дней. А потом червь умрет. И у вас будет ручка с трупом. Мне больше нечего сказать. Зато есть что сказать о последнем факте этого ролика. Он довольно большой и запутанный, поэтому приготовьтесь. Поехали. Ответьте на простой вопрос. Собрались. Как далеко вы готовы зайти ради чего-то очень важного для вас? Хорошо. А как высоко вы ради этого готовы взобраться? Это очень интересная и странная история о дружбе между Что за дубинка? Чего? От клавиатуры оторвал. Вон, ну, это подставка для руки. Вот она мне на магнитике. Я не знаю зачем, я ее взял, оторвал. человеком и природой, а точнее одним деревом. Его зовут Луна, и это огромная тысячелетняя секвойя. Однажды в 90-е в этом районе началась вырубка леса Зачем? одной Потому корпорации. что. И мало того, что они просто все равнялись с землей, так еще из-за вырубки на склоне начался оползень, который уничтожил городок, находящийся ниже. О, Как вы боже, думаете, блядь. что было дальше? Спокойно, дамочка. Ну-ка, извиняйтесь, проклятые корпорации! Нет. Я вам дам по $1000 и пойду рубить дальше. Фред, выпиши чек этим бедолагам. Что вы хотели от гигантской корпорации, что они скажут «извините» и свалят? Нет, они тут же начали рубить в том же месте. Людям не понравилось, активисты тут как тут. И в то время самым действенным методом было залезть на дерево и сидеть там, пока все не уедут. Помогало, конечно, не всегда. Обычно активисты слезали, и дерево сразу зип, но не в этот раз. Это Джулия Хилл по прозвищу Баттерфляй.
Она не занималась активизмом, вообще случайно оказалась на одном мероприятии по защите лесов и поняла, что этим она и хочет заниматься. И залезла на секвойю. Все такие: сейчас недельку посидит и слезет. Сносите пока все вокруг на. Только вот она ни разу не спустившись, пробыла там 738 дней. Что? Да. 2 гребаных года активистка сидела на дереве. Спала в палатке, пережила штормы, холод, ливни. Ее пытались шантажировать, угрожали, пугали с вертолетов, морили голодом, но все было зря. Общественный резонанс поднялся неимоверный. Была куча интервью прямо на дереве. Об этом писали газеты и выпускались телешоу, поэтому лесопилке ничего не оставалось, кроме как начать диалог. В конечном счете Джулия с адвокатами смогла договориться с корпорацией, и небольшой островок деревьев оставили в покое. Вот так 2 года нахождения на дереве его спасло. Мило? Это да, но история чутка глубже. Во-первых, знаете, как она договорилась с корпорацией? Она заплатила им денег ровно столько, сколько стоило это дерево. $50 тысяч. Люди, разрушившие городок и уничтожившие столько деревьев, вновь получают деньги за это. И это, мягко говоря, разозлило многих активистов. Подожди, а как? Это что, можно официально, получается, в туалет ходить с дерева? То есть чисто гнездо свое лохматое взял, с ветки свесил, чисто с пожилой секвойи, так скажем, поддал. Бля, 2 года. Они начали обвинять ее в сговоре с корпорациями, срывали ее выступления и называли продажной, ведь та еще и посмела выпускать книгу у крупного издателя. Несмотря на то, что она побывала в тюрьме за один из митингов и просидела на дереве 2 гребаных года. Я не могу поверить, что после 2 лет жизни на дереве, не касаясь земли, этого все еще недостаточно для людей. Потом появились люди, которые вообще обесценили всю ситуацию. Ведь можно было выступить против, допустим, уничтожения сов в этих районах и попробовать предотвратить вырубку всего леса, а не спасти одно дерево за 2 тоже года. на дерево залезть. В общем, она не угодила всем. Но Джулия впоследствии рассказывает, что во времена своей молодости она была такой же воинствующей и в прямом смысле ненавидела корпорации. Первой мыслью, когда она залезла на дерево и увидела лесопилку, было: эх, была бы у меня ракетница, все бы поменялось. Разумеется, не поменялось бы. И хорошо, что из этой риторики она выросла и сейчас говорит, что вместо того, чтобы культивировать гнев на все вокруг, мы, просыпаясь, должны задать вопрос: а что я могу сделать, чтобы этот мир стал лучше? Это работает эффективнее, чем ненавидеть все корпорации и вообще все вокруг. Сейчас она продолжает заниматься всякого рода активизмом и даже попала в песню Red Hot Chili Peppers «Can't Stop». И вдохновила одну серию «Симпсонов». Подытожить можно фактом, что после ее спуска какой-то вандал пытался пилой дерево спилить, и у него почти получилось. Благо нашлись добрые люди, которые сделали специальную систему фиксации. Дерево стоит до сих пор и успешно себя залечило, хоть и шансов было мало. Такая вот многогранная история. Интересно, как вы к ней относитесь и на чьей стороне находитесь. Я выбирать не буду, лишь рассказываю. Истина... Чувак в чате пишет, что нас бы уже в Китай ехал на этом дереве вместе с ним. Блять. Прекрати, пожалуйста. Это все не так, как ты говоришь. Как всегда, где-то сзади. Спасибо за просмотр! Надеюсь, вы испытали весь спектр эмоций. Пишите в комментариях, что понравилось больше всего и какой ролик ждете следующим. Хочу напомнить, что дополнительные факты ждут вас на нашем бусте, где также есть секретный чат, только для подписчиков. На лайв-канале есть много видео о том, как... Ну, интересный ролик. Нам такое надо.